Надо сказать нормальное приветствие, чтобы вот люди прям влог такие смотрят и такие типа: опа, вот это они сказанули. Сейчас я весь влог, не проматывая, посмотрю. Что, вот скажи так. Всем кул, а ради бога не проматывайте влог. What's the plan, guys? Я английский не знаю. Sorry. We don't speak. Sorry. А ты знаешь, что вчера показывали по жеребьевку в трансляции? Да. We're going up against BetBoom, Virtus Pro, we're up against Gamer Legion, and G2 up against Big. Ты видел свою реакцию Да, вообще? я обрадовался, что я выиграл 100 евро. Он, короче, поспорил, что с Владом, что, короче, будут FlyQuest. Влад поставил, что будет Монте. Влад поставил, короче, что мы будут Монте, он поставил, что будут FlyQuest. И нам выпали FlyQuest, и мы обрадовались, короче, за то, что он сотку выиграл. Не за то, что нам соперник выставил какой-то, просто человек сотку выиграл. Вот эта неделя на Мальте. А просто что не брился? Зачем? Это брутально выглядит. Борода. Он росший. Как у Летова. Как у Летова. У Летова, блядь, реально. Похож на Летова? Отвечайте в комментариях, похож на лето? Похож на Так, что у Сирени с прической? Надо поправить? Все как всегда хуёво. Когда-нибудь Сирень вспомнит, что можно заранее подумать об этом. Когда-нибудь Напишет Сирень- мне, я приду и мы уложимся. Сирень просто сострижет всю эту хуйню со своей головы и будет ходить лысым. Дай бог это произойдет в ближайшем будущем. Реально? Ты хочешь лысым быть? Да не лысым, но просто меньше волос на голове. Что будем делать? У нас теперь капитан-интервьюер. This is fake football. It's American football. You're introducing yourselves. Nefni, King of the Smokes. I fuck Vertigo. 3, 2, 1. Павел Глоблин, Siren, from Fishtown. From where? Sure, dude, fucking clever. Рыбинск, прости нас, мы все проебали. Зачем? Пусть я хочу все вместе. Ну давай. Сани, где Зорд? Вот. Это повесим или кому-то отдать? Я хочу. Санек там чисто такой. Валютой занимается. Это как обложка для влога прям. Тебе кто-то написал, что ты похож на В память? комментах написали, то, что у меня мимика как у Папича. Типа, В комментах под влогом? Да, типа вот так вот делаю. Ребят, пишите свои комменты, кстати. Мы все читаем, видите, игроки читают ваши комменты. Так что пишите. Вот сейчас вот прям пойдите в комментарии и напишите, Паш, какой людям коммент написать? Что я очень красивый. Пишите. FlyQuest. Да. Хороший аналитик. В целом, по аналитике, по FlyQuest все понятно. Bye. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Раз, два, три. Бэтбум еби. Пожалуйста, не перематывайте это видео, или мне перестанут платить зарплату. Умоляю. В лайки, комментарии. Лайки, комментарии, еще колокольчик. Обязательно колокольчик, без него никуда в наши дни. Смотрите влог, а мы пошли играть в FlyQuest. Посмотрим, что начнем. И менеджер. Мы ожидали, что они возьмут либо Vertigo, либо Airship, но скорее Vertigo, потому что они выиграли нормальных команд на Vertigo, типа выиграли Virtus.pro на Vertigo в Китае, выиграли Непов, которые сами в них Vertigo взяли, как бы это был первый по очевидности выбор, второй по очевидности выбор. Ну, это вот он тоже знал, он все знал. Но я еще думал, что Anubis, короче, мне приснилось, что они Anubis пикнули сегодня. Но они не пикнули. Ночью. Но они не пикнули Anubis. Мне приснилось ночью, что они Но пикнули. Anubis будет. Но Anubis будет третий, но это мы тоже знали. Типа мы примерно понимали лето, условно, что будет либо Vertigo, либо Ancient от них, Mirage от нас, Anubis 100% третий, и все. Вчера посмотрели эти карты, ну, посмотрим, что как будет. Vertigo играют так, типа,
Короче, по-своему очень игру видит. Не сказал бы, что плохо, не сказал бы, что хорошо, просто по-своему. Ты хочешь что-то сказать про Вето? Crazy Veta, guys. Crazy Veta. Crazy Вето. Crazy Maps. Кто сидел на этом месте? Я понятия не имею. Мези. Ты сейчас понимаешь, что ты меня демотивировал вообще не тратить на это. Почему? Я не фанат данной игры. Слушайте, Deadly Duo, Bad Boom Team. Вот какие есть способы допинга в киберспорте? Недавно, короче, вышло у шахматиста, я не помню, что видео на YouTube-канале на своем, где он рассуждал, что, типа, если мы берем киберспорт и спорт, но киберспорт, он в киберспорт включил как бы шахматы, которые онлайн, он как бы тоже включил киберспорт. Но он рассуждал по поводу того, что, типа, ну вот в Доте, например, да, и в КСе, что дает допинг вообще вот в реальной жизни, ну вот в спорте? Ну 10-15% от твоего максимума. А в киберспорте допинг, ну читы, то есть, они дают, типа, тебе не 10-15%, а, блядь, 99%. Потому что если ты своим им хуяришь, типа, ну, ничего не сделаешь. Если играешь с радаром тоже, как бы, ну, это нифига не 10-15%. Типа, ты просто, у тебя нереальное преимущество. И вот, если интересно, посмотри видос на эту тему. Вот чем FlyQuest могут нас удивить? Чем могут удивить? Да. Не знаю, Дымки не смотрел. Вот, мне кажется, в целом мы не так часто, мы, по-моему, вообще впервые играем с австралийской командой. По-моему, даже в Сиднее, да, не играли. С австралийцами, мне кажется, в этом плане может быть немного удивления, в том плане, что, в принципе, мы привыкли играть с командой из австралийского региона. У них может быть какое-то своеобразное видение, какой-то стиль, да, то есть они все-таки играют в регионе, где очень мало сильных команд, и они там как бы доминируют, а здесь они должны как-то более подстраиваться, более сильный соперник. Мне кажется, они вот сейчас на таком волне куража могут нас удивить какими-то нестандартными действиями. Так что на бумаге мы гораздо сильнее, то есть, если мы сыграем там 10 матчей в течение года, мы их обыграем на матче 8. Ну, в одном... Но сегодня, в одном, конечно, может случиться все, что угодно. В одном матче можно проиграть. То есть любая команда может играть любую, тут, все в текущей форме и в состоянии игроков. То есть, может быть, сегодня у них состояние будет лучше. Мы это не знаем. Мы это узнаем в процессе игры, как бы складывается игра. When you've got an 8-4 lead, I wonder if it is the best play. From FlyQuest. You didn't really expect to go in this way, but it's just been the Nafany and Chiron show at A ramp. At FlyQuest, they can't try in the 1-on-3, but BetBoom ultimately, they put themselves to be in a favor to try and keep this one alive. It would need to be the ace, and he can't get past Chiron. BetBoom survive, and they edge out FlyQuest on their map pick 13-11. Хорош. Хорош, пацаны. Хорош. На самом деле мы самое важное сделали в этой игре, в принципе. В этом было 3. Просто отмучились на хуйне, этой драной еще и выиграли. Не, считай. Ребят, ну вот насколько могла получиться сложная эта карта, вот настолько она, наверное, ей получилась, но доиграли важные моменты. Теперь у FlyQuest не 100% винрейт на Vertigo. 99%. Да, и этот 1%, это мы. У нас 1%. В общем, пока 1-0. Двигаемся на вторую карту. Теперь наш пик Мираж. In's won his. Why does he need to be swinging there? Yeah, perhaps just for information. We're back now, right? We have mullets. They're all the rage. And now we've got these cool mustaches. I feel like Australian men have a real visual identity now, which is lacking. So it's really good to see. That's my 2 unbeaten 3. When we go to that third, he's spotted. HE, and he is put down by Dexter. FlyQuest are not done yet. Ну что, ребят, проигрываем Мираж. Обидно, но это киберспорт, это КС. Так что переходим на третью карту и будем бороться на ней. It was in Nafany's hands. That really set the wheels in motion.
for BetBoom to claim this. Everyone is fighting, just hands over their faces. So worried about the possibility of as soon as he crosses over with the bomb, it gets destroyed because he's on 1 HP. That's why in the defense, that's already feeling quite good. There's that Liaz kill that draws all the rotates away. Nearly sets the team up for success. Yeah, you gotta wonder about Liaz. And I think it's actually really essential that BetBoom get that follow-up round, and it's simple stuff. FlyQuest want to get a little bit more aggressive, and 20 seconds left. The Flames come down at the perfect time. They are separating these teams. Beckside and Liaz, and it's just Liaz swinging for a double. The bomb drops, and they might have just won the round off of that. They have defeated BetBoom. Nafany through the back lines will get a double. But it's FlyQuest. Ну, давали какие-то тупые раунды, как обычно, не общались в каких-то моментах. Как будто первая мысль была зло. Я еще так отошел на перекур. На 10 минут потом что-то вернулся, так ладно, ничего страшного. Сидел за спинами, не видел все моменты, казалось, просто вот в голове, типа, непонимание, почему там какие-то раунды проиграли. Поэтому, типа, решил посмотреть. Все понимали, как будто. Такой турнир, типа, все как в жизни. Поначалу, типа, радуешься выходу в плей-офф, типа, как будто норм, более-менее результат. Потом видишь соперника, такой понимаешь, что можешь далеко зайти. И в итоге этот соперник, типа, тебя наказывает. И смешанные, короче, эмоции. Первое, стоять себя, плясать. Я думаю, был выбран плохой план на игру на Анубисе. Что имею в виду? Как будто передумали себя, решили сыграть вещи, которые до этого давно играли, как-то решили подстроиться под соперника, хотя по факту этого не надо было делать, надо было просто играть свою игру, там, свои дефолты, свои вещи, типа, делать и все, никуда не торопиться. Но это в итоге зароляло. Еще мне кажется, что очень сильно зароляло, что плохо брал паузы, именно на Анубисе. 2 паузы потратил на КТ-сайт, и 1 паузу потратил на Т-сайт, там фиговый кол дал. Как будто надо было оставить просто под конец игры. Не знаю, мне в моменте казалось просто, что надо за КТ добрать свое, какие-то там 5-6 раундов, типа, и все будет окей. Но в итоге, типа, как оказалось, нет. Мираж. Какая-то, не знаю, нервозная игра была. Пистолетки проиграли. Не помню, первую, по-моему, точно проиграли. Брали те раунды, которые мы брали очень, неуверенно, как будто. Постоянно размены, постоянно какие-то клатчи, типа, хотя выход происходил нормальный. Потом происходило какие-то, ненужные нам размены. И как-то всегда в клатчах. Короче, какие-то невынужденные киллы на нас были. За КТ перешли, просто пару ошибок, на самом деле. Ничего такого особенного не было, просто пару индивидуальных ошибок и все. И CS2 просто за это не прощает, и все, засноуболили, и экономику сбили. Из-за этого все по пизде пошло. Главная причина со стороны игроков, мне кажется, просто отсутствие должного общения, что ли, типа, и в тех моментах, когда надо, типа, надо чуть больше говорить, чуть больше принимать решений. Там, на Нубисе это очень сильно прослеживалось, там, первые 2 бая за теров и, за КТ, когда там, там было пару моментов, неважно. Типа, кто-то мог сказать больше, перехвати мне это, перехвати мне то, я ушел. Осторожно, тут накидывает 1 фигня и все в этом роде, и картинка бы за КТ намного, то есть могли за КТ вообще 8-4 выигрывать, там 8-3. Фулэка тоже там, типа, потеряли дофига ганов, типа, того просто не должно быть, и все. Какие-то лоу индивидуальные решения, просто не соответствующие уровню нашей команды, и из-за этого, типа, не добираем свои раунды, тратим нашу экономику, и все идет плохо. На самом деле, вот, если в контексте FlyQuest, мне кажется, еще если можно приписать, не знаю, я как-то сидел, как будто
Вот предыдущие матчи, которые мы играли там с 80 и так далее, как-то более эмоционально, что ли, сидел. А с FlyQuest как будто вот сразу мысль была, что мы их должны обыгрывать, и как-то вот не получалось искусственно выдавить эмоции, что ли. И какой-то сидел, типа, ни рыба, ни мясо в плане эмоциональной подоплеки. Типа, мог как-то более, там, больше пятер раздавать, больше подбадривать, там, между карт и все такое. Думаю, это тоже, ну, типа, большая проблема была, почему команда не до конца, как бы, настроилась на матч. Хотя это мне, типа, не соответствует. Обычно у меня такого настроя нет. Ну, как бы, выпал в такой плей-оффе как-то. Ну, то, что я говорил, типа, они выпали, кажется, что должны обыгрывать, кажется, что просто рядовой матч там какого-нибудь ЦТ и прочего. И, ну, короче, нельзя было так себя настраивать. Все-таки ESL Pro Лига есть ESL Pro Лига, и каждый, типа, может наказать каждого, и буду знать опыт. Опыт получен в любом случае. Нет, то, что недооценили, нет такого. Может быть, после Вертига, конечно, на Мираже там проскакивали какие-то вещи, но это сложно понять, не из-за оценки или из-за нее. Непонятно. Не было такого, что все, проходной соперник, мы их должны убивать. Но в то же время, когда они там начали брать важные раунды, не хватило голосов в ТС, не хватило каких-то уверенных действий и все такое. Это сложно понять, это была недооценка или нет. Все меняется, все как в жизни меняется. Типа. Поначалу ты выходишь в плей-офф, ты такой, типа, все отлично, типа, видишь соперника, проигрываешь, понимаешь, что не так все отлично. Типа, надо было брать свое, больше, тем более, там, проходишь, там следующий лиг, можно легко бороться и заходить как можно дальше, и получать инвайты на турниры еще, и закрепляться в рейтинге, а ты просто это не делаешь. Ну, типа, поэтому эмоции от турнира, думаю, в общем, такие полуотрицательные, чем положительные. У нас, получается, 2 больших турнира осталось. Это Bad Boom Dacha и CCT Finals. Думаю, на Bad Boom Dacha мы должны точно выходить в плей-офф. А на CCT Finals, не знаю, я бы был доволен каким-нибудь там 3-4 местом. Типа, совершенно нормальный результат для нас, с учетом нашей стабильности. Ну, а если брать какие-то онлайн-турниры, то понятное дело, что там на всех надо побеждать. Ну, CCT Global Finals это все-таки такой, ну, онлайн-турнир, но все равно это считается там S-тир вроде на Википедии. Это считается большой турнир, типа, его не берем. Если брать там всякие CCT-шки и прочие турниры, которые будут до Player Break, то, конечно, понятное дело, что все надо выигрывать. Чем больше побед, тем лучше, типа. Как раз победы, они как бы обретается какая-то такая закостенелость команды, и я думаю, как раз в победах есть стабильность. Типа, чем больше побеждаем, типа, тем и становимся стабильнее. Типа. Я думаю, на месте фаната довольно интересно за нами смотреть, и как будто мы можем любую команду в мире апсетнуть, любой команду в мире проиграть, что-то наподобие этого. Ну, я утрирую, конечно, но там, если брать там топ-40, топ-30, все равно в плохой день можно проиграть там условно. Продолжать болеть, верить. Мы стараемся показывать красивый стиль игры, красивый КС. Иногда довольно быстрый, иногда пытаемся поиграть чуть помедленнее. Я думаю, ну честно, за нами интересно наблюдать, поэтому типа наблюдайте.